Аниме начинается, когда жизнь главного героя Хираку Мачиа подходит к концу спустя 39 лет из-за неизлечимой болезни, и он оказывается перед богом, управляющим миром. Этот бог говорит Хираку, что его жизнь была наполнена огромными трудностями. И он признается, что в том, что он прожил такую ужасную и жестокую жизнь, виноват он сам из-за допущенной им ошибки. Поэтому, чтобы компенсировать его ошибку, он предлагает ему возможность начать новую жизнь со здоровым телом, свободным от каких-либо болезней и недугов. Бог спрашивает, есть ли у него какие-либо просьбы, и, поразмыслив, Хираку воодушевляется и отвечает, что хочет попробовать заниматься сельским хозяйством. Он поясняет, что в прошлой жизни он не мог быть очень общительным, поэтому ему хотелось бы совершенствоваться в мирном месте вдали от цивилизации. Бог отмечает, что сельское хозяйство находится под другой юрисдикцией, но он все равно попытается это осуществить. Закончив, он уверяет, что все готово, и говорит Хираку, что подарит ему новую жизнь и здоровое тело. Более того, он получил разрешение от бога земледелия и дарует ему силу всемогущего сельскохозяйственного инструмента. Не объясняя никаких дальнейших объяснений, бог отправляет главного героя в новую жизнь, а Хираку просыпается здоровым телом посреди леса в неизвестном мире. Хираку взволнованно встает, решив начать новую фермерскую жизнь. В его руке появляется всемогущий сельскохозяйственный инструмент. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Он принимает форму мотыги, и, воспользовавшись ею, он поражается ее магической силе. Кроме того, мотыга без проблем может прорезать твердую местность и корни деревьев, превращая любую почву в плодородную почву. Хираку решает поискать еду и воду. Он не находит ни еды, ни рек, только наткнулся на массивное дерево посреди леса. Поскольку это хороший ориентир, он решает основать там свою базу. Вскоре он обнаруживает, что может превратить свой всемогущий сельскохозяйственный инструмент в любой инструмент, который придет ему в голову, за исключением сложной техники. И так он превращает ее в лопату и роет диагональную яму, пока наконец не находит источник воды. Таким образом, он проводит остаток дня, рассещая окрестности с помощью своего всемогущего сельскохозяйственного инструмента. Хираку превращает свой инструмент в топор, чтобы начать рубить деревья на своем пути. Однако с первого взмаха топора Хираку разрезает весь ствол одним движением. Главный герой понимает, что это связано с силой инструмента, поэтому он также использует его, чтобы обработать древесину. Несмотря на то, что Хираку обработал древесину, ему не удается построить хижину, поскольку он не знает, как это сделать без гвоздей и клея. Не имея другого выбора, Хираку выкапывает яму в стволе огромного дерева в качестве временного убежища. Там он проводит свою первую ночь в этом новом мире, вырезая предметы из дерева с помощью своего инструмента, который он превратил в долото. На рассвете главный герой продолжает расчищать территорию для своего поля, совершенно не чувствуя усталости или голода, используя свой инструмент. Тем не менее, он думает, что нужно продолжать искать еду, но неожиданно к нему прыгает гигантский дикий кролик. Хираку инстинктивно защищает себя своим сельскохозяйственным инструментом. Хотя это было случайно, Хираку воспользовался этим, чтобы впервые в этом мире поесть. Вскоре после этого он строит ванную и начинает пахать землю на своем поле, думая обо всех видах овощей, которые он мог бы вырастить. Хираку воодушевляется, вспахивая 3 поля, но он понимает, что у него нет семян, которые можно сажать. Смирившись, он решает пойти спать и на следующий день поискать семена в лесу. Однако на следующее утро он был поражен, увидев ростки на всех своих полях. Итак, он строит забор вокруг территории, а затем роет траншею за забором. С течением времени главный герой замечает, что его посевы растут быстрее, когда он поливает их из лейки, которую он сделал из своего сельскохозяйственного инструмента. Ему также удается после долгих усилий наконец построить небольшую хижину, поэтому он перестает спать в дупле ствола дерева. Однажды главный герой встречает возле своей базы пару, казалось бы, раненых собак. Видя, что животные, похоже, не хотят нападать на него, он кладет доску, чтобы они могли пересечь траншею и войти в его владение. Он также позволяет им спать в своем доме, так как одна из собак оказывается беременной. На следующее утро Хираку заглядывает в хижину и рад видеть 4 новых щенков. Проходит время, и собаки обживаются в маленькой хижине, поэтому Хираку решает построить себе дом побольше. Главный герой решает дать собакам имена, назвав их Кура и Юки. Вскоре первый урожай с его поля наконец-то готов, и Хираку удается собрать помидоры, которые нравятся даже Кура и Юки. Тем временем бог, пославший его туда, решает посмотреть, как у него дела. Но бог с ужасом видит, что случайно отправил его в опасный лес, наполненный смертоносными монстрами, называемый лесом смерти. К сожалению, он ничего не может с этим поделать, так как вмешательство в уже начавшуюся жизнь является нарушением правил.
Со временем урожай Хираку растет, и он узнает, как работает всемогущий инструмент, когда дело доходит до посадки. Обрабатывая почву мотыгой, он обнаруживает, что растения, о которых он думает, будут расти в этой почве без необходимости использования семян. Хираку нравится фермерская жизнь, и поскольку все происходит благодаря богам, он решает вырезать 2 деревянные статуи. Кура очень помогает ему в навигации по лесу, используя свое обоняние, чтобы они не заблудились. Благодаря этому Хираку наконец находит реку, которую планирует соединить со своей базой через тропу, хотя этот проект займет время, поскольку река находится в 30 минутах ходьбы. Хираку теряет счет времени, не зная, как долго он живет в этом мире. Однажды внезапно начинает холодать, и он решает подготовиться к зиме. Хираку смирился с тем, что с приходом зимы остается в своем доме у костра, но однажды он встречает гигантского паука. Этот паук демонстрирует свое мастерство плетения паутины, создавая красивые высококачественные ткани, которые поражают Хираку. Паук начинает жить на большом дереве, поэтому Хираку называет ее Забутоном и кормит ее картошкой со своего поля. Со временем он обнаруживает, что Забутон не только знает, как шить ткань, но также очень хорошо шьет одежду. Ей даже удается превратить брошенные шкуры животных во что-то красивое, что согреет его зимой. Благодаря этому, когда приходит зима, Хираку более комфортно проводит дни в своей хижине, хотя он начинает чувствовать себя одиноким. Вскоре зима заканчивается. Один день отпрыски Кура и Юки на время отправляются в лес. Хотя главному герою это кажется грустным, через несколько дней собаки возвращаются. Оказывается, они пошли искать себе пару. По мере увеличения количества собак увеличивается и количество пауков. Это приносит только радость Хираку, который начинает еще больше расширять свои поля, поскольку теперь у него есть больше ртов, которые нужно кормить. Однажды главный герой слышит, как Забутон издает сигнал тревоги ударом небольшого молотка по куску дерева, указывающему на приближение злоумышленника. Кура ведет Хираку через лес, пока неожиданно он встречает молодую девочку, которую загнали в угол его собаки. Девушка кажется очень напуганной и просит Хираку о помощи. Однако, когда он приближается к ней, она внезапно прыгает к нему и кусает его за шею. Выпив его кровь, девочка внезапно вырастает, превращаясь в девушку постарше. Собаки снова нападают на нее, и Хираку останавливает их, понимая, что девочка вернулась в свою маленькую форму. Она объясняет, что выпила его кровь только для того, чтобы восстановить свои силы, поскольку она потратила слишком много энергии и не могла поддерживать форму своего тела и своей одежды. Видя, что вампир на самом деле безвреден, Хираку позволяет ей выпить его кровь, в результате чего она возвращается к своему нормальному размеру. Девушка представляется как Лу, и главный герой решает показать ей свои поля, приятно провести время, разговаривая с кем-то после долгого одиночества. Он понимает, что многое из того, что он культивирует, не существует в этом мире, поскольку Лю даже удивлена, впервые увидев помидоры. Проведя вместе целый день, Лю для своих исследований делает заметки обо всем новом, что она обнаружила. Она рассказывает главному герою, что была в лесу, потому что она поссорилась с некоторыми дворянами, которые хотели украсть ее исследования. И когда она сбежала, эти дворяне послали кого-то преследовать ее, поэтому она подумала, что лучше где-нибудь спрятаться, пока все не успокоится. Вскоре Хираку понимает, что перед ним открывается уникальная возможность. Он просит Люлюси остаться и жить с ним. Он объясняет, что сначала хотел быть вдали от цивилизации, но он не думает, что сможет выдержать вечное одиночество. Люлюси неправильно его понимает и краснеет, отмечая, что это довольно неожиданное предложение. Понимая, о чем он на самом деле просил, Хираку тоже краснеет, но признается вампиру, что это действительно его намерение. Затем Люлюси соглашается и начинает жить с Хираку, помогая ему во многих отношениях, например, используя магию, чтобы разместить свет в доме. Она также помогает ему добывать соль, чтобы улучшить качество еды, чего Хираку не удалось приобрести в этом мире. Спустя некоторое время мирной совместной жизни Забутон снова бьет тревогу о незваном госте. Когда они оба проводят расследование, они встречают ангела в той же ситуации, в которой оказалась Люлюси в первый раз. Хираку помогает девушке, но с удивлением видит, что Люлюси пытается убежать и спрятаться от нее. Увидев вампира, девушка кричит, чтобы она прекратила бежать и позволила себя поймать раз и навсегда, но это только побуждает собак снова напасть на нее. Не имея другого выбора, они собираются, чтобы поговорить более вежливо в доме Хираку, и обе девушки обсуждают, насколько безжалостны эти собаки. Девушка представляется как Тия-ангел, принадлежащий к могущественной расе воинов, которая раньше была объектом поклонения. Люлюси представляет Хираку как своего мужа, хотя это заставляет ее немного краснеть и удивляет Тию. Объясняется, что Тия – это человек, которого дворяне послали за Люлюси после того, как она взорвала их дом из-за своего недовольства ими. Поговорив некоторое время, Тия с удивлением видит, насколько изменилась Люлюси.
Они оба достигают молчаливого мирного соглашения, и Люлюси пользуется возможностью, чтобы показать Тиа это место и поля. После целого дня сбора овощей и проб новых вещей Люлюси заставляет Тию жить с ними. Неизбежно Тия начинает жить с Лулюси и Хираку, помогая насколько может с урожаем. Однажды Тия спрашивает главного героя, можно ли вырастить еще клубники, поскольку она очарована ее вкусом. Хираку говорит ей, что на самом деле это будет сложно, поскольку они уже работают на полную мощность, чтобы успеть собрать весь урожай. Более того, если они будут выращивать слишком много, они не смогут потреблять все это, и много еды будет выброшено впустую. Помня об этом, Тия однажды решает уйти, а позже появляется с группой из 7 эльфов. Тия объясняет, что раньше они жили в деревне далеко на севере, но большая часть их людей была уничтожена после того, как их втянули в войну людей. Из-за этого их раса почти исчезла, и с тех пор они бродят по земле в поисках места, где можно поселиться и назвать домом. В конце концов, Тия и Люлюси убеждают Хираку позволить им жить с ними. Благодаря огромному таланту, которым обладают высшие эльфы, и их к развитым строительным навыкам девочкам удается всего за 10 дней построить большой дом для всех. В мгновение ока девочки привыкли к жизни там, значительно помогая с ежедневным урожаем. В знак признательности за то, что они позволили им здесь жить, Леа, старший из эльфов, предлагает заняться добычей полезных ископаемых и кузнечным делом. Вскоре она и другие эльфы быстро основали кузницу, где изготавливают очень полезные предметы. Девочки также пекут хлеб. Наслаждаясь хлебом с девочками, Хираку внезапно становится любопытно. Он спрашивает Люлюси, принадлежит ли кому-нибудь земля, на которой они находятся. Люлюси отвечает, что она так не думает, но технически лес находится под контролем короля демонов. Хираку встревожен, услышав это, но Люлюси успокаивает его, говоря, что если он построил все сам, то земля принадлежит ему, так как здесь так устроено. После выяснения этого все продолжают там мирно жить. Со временем Хираку намеревается заниматься сельским хозяйством, как обычно. В этот момент он обнаруживает, что паук поймал большую пчелу, которая оказывается пчелиной маткой, и паук надеется, что Хираку тоже сможет оставить пчелиную матку на ферме. Затем Хираку строит сарай, где она делает свой собственный улей. За исключением пчелиной матки, другие обычно рабочие пчелы имеют нормальный размер. После этого он приступает к другой работе и намеревается построить на своей ферме водохранилище, чтобы облегчить орошение сельскохозяйственных угодий. Сначала он роет огромную лужу возле фермы, а затем использует всемогущий сельскохозяйственный инструмент, чтобы уплотнить почву и создать канал, который не будет протекать. С помощью эльфов им требуется 2 дня, чтобы направить воду из далеких рек в водоем. Хираку поймал в водоеме много уродливых странных рыб. Он жарит эту странную рыбу на гриле и передает ее Ру и Тие, которые сначала боялись есть эту рыбу из леса смерти, но после того, как видят, что с Хираку все в порядке, они также ее едят. Позже они сразу же ошеломлены вкусом. Попробовать приходят и другие эльфийские красавицы. После этого главный герой консервирует недоеденную странную рыбу, засаливая ее. С помощью резервуара он намеревается выращивать рис человеческого мира. Он наливает воду из резервуара на рисовые поля, а затем просит эльфов снять обувь и войти на рисовые поля. Через некоторое время Хира берет несколько саженцев и начинает учить их сажать рассаду. Эльфы очень хорошо обучаются и быстро осваивают технику посадки риса. Благодаря благословению всемогущего сельскохозяйственного инструмента вскоре вырастает рис. Хира приносит эти собранные колосья риса в дом после сушки, а затем превращает всемогущий сельскохозяйственный инструмент в молотилку, чтобы обмолоть. После этого он использует сито, чтобы отфильтровать листья и некоторые примеси, и, наконец, кладет их в каменную ступку, чтобы удалить шелуху. Хира готовит рис и превращает его в рисовые шарики, которые затем наполняют сушеной рыбой и раздают присутствующим девушкам. Девочки впервые едят рис, и они поражены его редким вкусом. Затем Хира берет девочек на работу на рисовые поля. Эльфы будут использовать магию, чтобы удалить грязь с их тел каждый раз, когда они заканчивают работу. В этот момент ему в голову приходит идея построить на ферме баню. Поэтому он рисует чертеж бани, на котором изображен не только резервуар, но и печь для кипячения воды. Таким образом, они могут искупаться в горячем источнике внутри бани. Теперь с присоединением новых участников они могут работать очень быстро, и на постройку бани по чертежу у них уходит всего несколько дней. В это время Хира думает о проблеме, как бороться со сточными водами после купания. Тия предлагает решение – поймать несколько слаймов. Оказывается, в этом мире слаймы специализируются на поедании отходов и мертвой органики для очистки окружающей среды. Итак, Тия отправляется ловить слизней, а Хира строит бассейн для очистки сточных вод.
Наконец-то баня закончена. Хиро хотел сначала научить девочек пользоваться баней, но девушки прямо просят Хиро продемонстрировать это самому. В одно мгновение чувствуя себя очень счастливым. В его случае вообще грех на что-то жаловаться. Видя, как Хиро это нравится, девочки снимают одежду и нежатся в бассейне. Хиро не ожидал, что девушки в этом мире будут такими открытыми. Вскоре после этого демон-волк забирает извне 5 эльфийских красавиц, и эти эльфы – потерянные партнеры эльфов, впервые пришедших на ферму. Вскоре они привыкают к жизни на ферме. Лидер демонов-волков смотрит на жизнь Хираку, и в его голове вспыхивают воспоминания. Оказывается, лидер демонов-волков был легендарным адским волком-демоном, который был очень сильным, а затем он встретил волчицу, которая была сильнее его, и они полюбили друг друга. Позже волчица забеременела. К сожалению, они встретили короля леса медведя-борца. В битве с медведем они были ранены и потеряли способность добывать пищу. Когда уже думали, что умрут, они встретили Хиро. Вождь демонов-волков почувствовал мощную ману на всемогущем сельскохозяйственном инструменте Хиро и думал, что его собираются убить, но неожиданно Хираку усыновил их и накормил вкусным кабаном, и в этом мире есть еще одно правило – женщины в этом мире намного сильнее мужчин. Поскольку все больше и больше членов присоединяются к существующим домам, которые слишком малы для проживания, Хиро вместе с другими строит супербольшую виллу, где у каждого есть своя комната. Самое странное, что есть и комнаты, специально подготовленные для размножения эльфов. Однажды Хиро пришла в голову новая идея, и он намерен приготовить карри из своего любимого ингредиента. Хиро знакомит Тиа и Ру с основными компонентами карри. В это время волки-демоны с любопытством чуют запах кориандра, но тут же убегают. Увидев это, Тиа и Ру сразу же заинтересовались. Тиа и Ру исчезают. Кто-то говорит, что они пошли изучать кориандр и собираются приготовить зелье, отгоняющее демонов. Однако есть эльфийские красавицы, которые помогают Хиро, а во время готовки запах карри привлекает множество красавиц поблизости. Хиро приглашает всех девушек вместе попробовать еду, но наан и карри выглядят так ужасно, что девушки колеблются. По настойчивой просьбе Хиро, Ру откусывает первый кусочек и сразу же очаровывается этой особенной едой. Остальные девушки начинают пробовать это, и все они покорены этой редкой вкусной едой. Хиро жаль, что он съел мало, но понимая, что всем нравится еда, которую он приготовил, он очень доволен. Время летит быстро и приближается зима. Хиро начинает готовить припасы на зиму, и паук шьет одеяло. Хиро не знает, как использовать магию, так что со своими познаниями в сельском хозяйстве он может создать только простой холодильник для хранения овощей. Ночью он жалуется Ру, что каждый раз, когда он видит, как Ру и другие используют магию, он всегда думает, как было бы хорошо, если бы он тоже мог использовать магию. Неожиданно Ру говорит, что в глубине души Хиро лучший из них, кто может за короткое время построить дом, в котором люди будут чувствовать себя комфортно, и никто не может сделать это в этом хаотичном мире. После слов Ру, Хиро наконец-то чувствует себя менее разочарованным. Скоро наступила зима. В отличие от прошлого, когда зимовал только Хиро, на этот раз его сопровождает группа красавиц. Чтобы жизнь не была скучной, Хиро использует всемогущий фермерский инструмент для создания настольных игр, включая реверси, шахматы и даже маджонг. Удивительно, но волки-демоны могут быстро освоить правила и стать мастерами шахмат, даже быстро выучив маджонг. Хиро им совершенно не ровня, и кажется, что волки-демоны действительно умны. Таким образом, Хиро и девочки проводят очень приятную зиму. Когда снег тает, приходит весна, и паук бьет тревогу, гигантская виверна появляется над фермой. Прежде чем Хиро успевает отреагировать, виверна выплевывает огненный шар. Тиа и Ру объединяются, чтобы создать барьер, но пламя подожгло некоторые поля фермы. Виверна – монстр высокого уровня, и Тиа и Ру не уверены, что победят его. Если они потерпят неудачу, ферма, построенная усилиями Хиро, будет полностью разрушена. Хиро очень обеспокоен. Он просто хочет защитить свою ферму и своих новых друзей. В следующий момент у него в руке есть дополнительное копье, сделанное из всемогущего инструмента, а также его сила воли. Хиро чувствует себя полным силы и бросает копье прямо в виверну. Копье пронзает ее защиту и крылья. Хиро снова атакует, прямо пронзая тело чудовища. Тиа и Ру потрясены силой Хираку, который побеждает монстра высокого уровня в этом мире всего 2 атаками. Они находят тело виверны, которое, как они предполагают, должно быть просто случайно пролетело мимо их фермы. Хиро спрашивает, смогут ли это съесть. Вскоре после этого Хиро превращает мясо виверны в различную еду. В этом мире мясо виверны – ценная еда, и ходят слухи, что некоторые короли не могут попробовать ее, даже располагая всеми ресурсами своей страны.
Ру спрашивает Тиа, пробуя мясо виверны, сможет ли она заблокировать атаку копья Хираку, и Тиа быстро отвечает, что это невозможно, потому что атака Хира выходит за рамки ее способности сопротивляться. 4 великих генерала демонического королевства придерживаются той же идеи, что и Тиа. Новость о победе Хира над Виверной не так давно распространилась по всему миру, и после оценки силы Хира 4 генерала обнаруживают, что они ему совершенно не ровня. Прямо сейчас они обеспокоены этим сильным мужчиной, который внезапно появился. В этот момент Хира смотрит на виноград на ферме, и ему приходит в голову хорошая идея, чтобы сделать вкусное вино. Вскоре он готовит емкости и различные инструменты для приготовления вина. Теперь самое главное – наступать ногами на виноград. Тиа и несколько эльфийских красавиц наступают на виноград в бочке под командованием Хира, но Тиа случайно падает и садится на виноград, что придает вину еще более особенный вкус. После упорного труда они получают много бочек виноградного сока, а после брожения сока получают настоящее вино. Рано утром следующего дня паук бьет тревогу. Хира находит девушку, и Ру удивляется, увидев девушку. Оказывается, девушка-сестра по имени Флора, и она слышала, что на Ру положил глаз ангел Тиа, поэтому преследовала ее. По объяснениям Ру, Флора узнает, что Хира сейчас с Ру. А не так давно Хира победил Виверну, чем Флора сразу восхищается. Зная, что Флора, сестра Ру, Хира тепло приглашает ее остаться, а также угощает очень ценным мясом Виверны и вкусной едой. Флору покоряет еда, и она решает однажды вернуться, чтобы поселиться здесь надолго. Месяц спустя на ферму приезжает Флора с несколькими служанками и 2 коровами. Хира очень рад, что теперь у него есть молоко, с помощью которого он может приготовить множество блюд, связанных с молоком. Тиа видит, как Флора приводит такую группу слуг, и думает, что на ферме уже много представителей других рас, а она единственный ангел. Она уходит, и вскоре после того Тиа возвращается на ферму со своими людьми, включая ангелов, специализирующихся на патрулировании, и людей-ящеров, выполняющих ручную работу. Тиа приносит несколько кур, а это значит, что они могут получить яйца. По мере того, как к ним присоединяется много новых людей, и не только ферма становится больше. Теперь ферма больше похожа на деревню. Поэтому Хира собирает несколько основных членов в надежде дать деревне название. По подсказке паука Хира черпает вдохновение в дереве посреди деревни. Ночью Хира объявляет, что их деревня официально называется деревней Великого Дерева, и в память о ночи Хира приносит вино, которое было сделано не так давно. Хира становится главой Великой Деревни. В этот вечер все очень веселятся и демонстрируют свою страсть к этой особенной ночи. Хира полон решимости защитить жителей деревни, стоящих перед ним. Со временем все постепенно приспосабливаются к своей работе. Однажды ангел, отвечающий за патрулирование, сообщает, что прибыл посланник демонического королевства по имени Безель. Безель подходит с приготовленным подарком и говорит, что он пришел передать послание здешнему лорду от имени лорда-короля демонов, и он хочет поговорить с лордом о собственности на землю. Хира сразу вспоминает, что Ру сказала, что их ферма на самом деле находилась на территории короля демонов. Хира догадывается, что король демонов, возможно, пытается попросить его заплатить налоги, поэтому он немедленно предлагает передать 10% урожая фермы в качестве налога, если король демонов позволит ему жить здесь. Безель немного в шоке, услышав слова Хира, но быстро соглашается, и эти двое подписывают контракт. После того, как Безель уходит, деревни очень счастливы и хвалят Хира за его решение. Раньше остальным нужно было платить 50-60% урожая в качестве налога, а им нужно заплатить только 10% урожая в обмен на защиту демонического королевства. К тому же дар Безеля – это очень ценная панацея, способная исцелить многие травмы. В отличие от людей, веселящихся в деревне Великого Древа, Безель немного запаниковал. Оказывается, узнав, что Хира легко может победить Виверну, они планировали отдать землю Хира. Когда он увидел принцессу вампиров и самого могущественного ангела, а также высокоуровневых эльфов и адских демонических волков, он стал более уверенным в своих идеях. Хира предложил заплатить налоги и подчиниться королю демонов. Безель не смеет ослушаться слов Хира и может только согласиться на его просьбу. К счастью, Хира был дружелюбен и перед отъездом дал ему несколько деликатесов. В это время Безель обнаруживает, что ткань, используемая для упаковки деликатеса, сделана из шелка паука-демона. Легенда гласит, что этот демон-паук такой же сильный, как и король демонов. Теперь люди в демоническом королевстве больше и больше боятся Хира. В этот момент в деревне Великого Древа появились новые посетители. Синий дракон и его слуги, которые живут в логове к югу от деревни, и они также видели, как Хира победил Виверну раньше.
Поэтому они пришли, чтобы выразить свою благосклонность. Они специально подготовили меч в качестве подарка. Синий дракон принимает человеческий облик и приветствует Хира. Его зовут Драймон из клана драконов. Услышав, что Драйм – его сосед, Хира готовит вкусное вино, чтобы развлечь Драйма. Драйму очень нравится вино, в котором содержится запах тела красавиц всех рас. Поговорив друг с другом, они становятся хорошими друзьями, и Хира дает Драйму много яблок перед тем, как уйти. Вскоре после этого в деревню приходит группа зверолюдей. Они живут на горе к востоку от деревни и на этот раз пришли, чтобы установить хорошие отношения с деревней. Поскольку эта группа зверолюдей не знает этикета, они не приносят поздравительных подарков по прибытию, и жители деревни Великого Древа относились к ним почти как к врагам. К счастью, Хира это не волнует, и группа гостей наслаждается вкусной едой по его рецепту. Наевшись и выпив достаточно, зверолюди объясняют причину своего визита. Оказывается, они живут, торгуя с близлежащими человеческими деревнями припасами, полученными от охоты и добычи полезных ископаемых. Однако из-за некоторых споров их торговля сейчас приостановлена. Недавно демоническое королевство объявило местонахождение своей новой территории деревни Великого Дерева. Эта группа зверолюдей намеревается подружиться с деревней и стать ее новым торговым партнером. Зверолюди могут предоставить множество предметов и материалов из руды, необходимых для деревни Великого Древа, и так уж получилось, что зверолюдям не хватает еды. Итак, две деревни заключают торговое соглашение, и деревня Великого Дерева обменивает еду на эти материалы. Вскоре после того, как наступает день первой торговли, Хира намеревается пойти торговать сам, но его останавливает Ру, которая говорит, что лидер легко подвергнется опасности, если бросится на территорию остальных. Они тянут жребий, и в конце концов именно Тия доставляет товары. Драйм всегда приходил выпить, так как любил вкусное вино. Когда он слышит, что деревне Великого Дерева нужно доставить товары в другие деревни, он немедленно предлагает помочь доставить товары. Первоначально для прибытия на территорию зверолюдей требовалось 10 дней, а с помощью Драйма товар был доставлен менее чем за день. Вскоре Тия завершает торговлю и возвращается в деревню. Урожай Хира настолько популярен, что его быстро распродают. Тем временем зверолюди предлагают организовать поселение 20 зверолюдей в деревне Великого Дерева, все из которых, как говорят, будут женщинами. Хира думает о том, что в его деревне действительно не хватает рабочей силы, но он чувствует, что в деревне слишком много женщин, поэтому он выдвигает дополнительное условие, заключающееся в том, что несколько молодых мужчин также должны быть организованы для переезда в деревню. Позже зверолюди отправляют группу милых и сексуальных красивых девушек-зверей, а также несколько парней в соответствии с условием. Но эти мужчины на самом деле очень молод. Хира обеспокоен, но красивые эльфийские девушки очень взволнованы, думая, что еще через 5-10 лет эти маленькие мальчики вырастут и эльфы смогут размножаться. Несколько дней спустя Хира слышит звуки боя возле деревни, и ангел, отвечающий за патрулирование, сообщает ему, что это агрессивный медведь и кровавая змея сражаются неподалеку. Хира раньше бы испугался, но теперь он приспособился к своей силе, и у него в голове одна мысль: сможет ли он съесть двух монстров? Хира использует свой всемогущий сельскохозяйственный инструмент, чтобы убить двух монстров одним ударом, что шокирует жителей деревни. Хира, благодаря своим кулинарным навыкам, готовит вкусное мясо медведя и змеи. Жители деревни с удовольствием едят это и еще больше восхищаются Хира. Вскоре после этого приходит группа гномов, чтобы выразить свое желание жить в деревне Великого Древа. Оказывается, они слышали, что в деревне Великого Древа есть очень вкусное красное вино, и гномы любят пить алкоголь. Они могут варить кукурузный виски в обмен на то, что станут жителями деревни Великого Древа. Вскоре после этого гномы варят кукурузный виски, а ночью они устраивают вечеринку с жителями деревни. Думая о том, что у них наконец-то в деревне появились мужчины, Хира тайно спрашивает этих гномов, есть ли красавицы, которые им нравятся. Но они говорят ему, что им нравятся только красавицы с бородой. Я принесла текилу. Руки вверх! Спокойствие длится всего несколько дней, и происходит несчастный случай. Однажды возле деревни появились два дракона. Оказывается, Драйм из клана Дракона часто приходил в деревню Великого Дерева, чтобы выпить, и заставил его жену и дочь думать, что он изменяет. Узнав правду, они наконец почувствовали облегчение. Когда появилась жена Драйма, то если бы не помощь ее старого друга-паука, в деревне ее мог убить Хира.
Не в силах игнорировать эту ужасающую силу, она решает оставить свою дочь Ласти в деревне, думая, что будет лучше, если ее дочь сможет завязать отношения с Хиро. С тех пор Ласти также осталась в деревне Великого Древа. Ласти настолько сильная, что всегда уничтожает урожай во время работы. Позже Хиро обнаруживает, что она очень хорошо знакома с этикетом и другими нормами, поэтому он поручает ей отвечать за дипломатические отношения в деревне. Безель, посланник демонического королевства, обнаруживает, что дипломат деревни Великого Дерева принадлежит к ужасающему клану драконов, и он снова шокирован силой деревни Великого Дерева. Когда Безель возвращается домой, он принимает решение отправить свою дочь Флоурям в деревню Великого Дерева, чтобы получить больше информации. Флоурям испугалась в первый день, когда она пришла в деревню. Она видит ангелов, эльфов высокого уровня и демонических пауков. Услышав, что глава деревни может победить драконов в одиночку, она еще больше боится Хиро. В ее голове только одна мысль – это иметь хорошие отношения с деревней Великого Дерева. С тех пор деревня Великого Дерева быстро выросла. Однажды Хиро хочет съесть блюдо с морепродуктами, поэтому он отправляет Флоурям и дипломата Ласти в далекие моря торговать с местным торговцем морепродуктами. Вскоре после этого торговец морепродуктами приезжает в деревню Великого Дерева, чтобы подписать с ними контракт и построить долгосрочные торговые отношения. Причина, по которой торговец без колебаний соглашается, заключается в том, что он в шоке от ужасающей силы деревни, и урожай в деревне действительно высокого качества. После этого в деревню Великого Древа прибывает еще один дракон. Этот дракон на самом деле является сестрой Драйма по имени Хакурин, которая слышала, что Драйм собирается выдать свою дочь замуж за главу деревни. Поэтому она приходит, чтобы проверить силу Хиро. Самое главное – это то, что Ласти на 900 лет моложе Хакурин, и она не хочет, чтобы ее племянница нашла любовника раньше нее. Узнав личность Хакурин, Хиро развлекает ее. Хакурин слышала, что в деревне Великого Дерева помимо вкусной еды есть особая игра под названием маджонг, а затем она просит Хиро взять ее поиграть, поэтому Хиро берет Хакурин, Драйма и Ласти, чтобы вместе поиграть в маджонг. Чтобы было смешнее, они решают снимать одежду за каждое поражение. В конце концов, Хиро не получает преимущества в игре и, наконец, раздевается. После этой ночи Хакурин решает остаться в деревне Великого Дерева. Хиро обнаруживает, что у Хакурин есть талант учителя, и поручает ей отвечать за образование деревенских детей. Кроме того, в деревне произошел еще один интересный инцидент. Когда волки-демоны вышли на патрулирование, они обнаружили женщин-ламий, которые предлагают подчиниться деревне Великого Дерева, чтобы избежать вторжения. Хиро обнаруживает, что ламии обладают талантом к транспортировке, и с тех пор они стали транспортной группой в деревне Великого Древа, помогая доставлять припасы в разные города. В этот момент Юрья, дочь короля демонов, обсуждает с 3 дворянами, как напасть на деревню Великого Древа. Оказывается, Флоурям – подруга дочери короля демонов. Она обнаруживает, что Флоурям давно не была дома, думая, что она была похищена людьми из великой деревни Дерева. Поэтому она намеревается начать атаку, чтобы вернуть Флоурям. Флоурям стала казначеем великой деревни Дерева, и она вовремя слышит новости от своего отца. С помощью ламии она успешно заставляет армию, пытающуюся атаковать деревню, в страхе бежать. Чтобы избежать повторения подобных инцидентов, Флоурям берет Юрью и 3 девушек в деревню Великого Древа, и, узнав об ужасающей силе деревни, девушки больше не смеют провоцировать деревню. Юрья также узнает от Флоурям, что она вызвалась остаться, чтобы не подвергаться угрозам. В деревне не только разнообразная вкусная еда, но и люди в деревне очень дружелюбные, ради чего она остается здесь. Затем 3 сестры предлагают остаться в качестве подчиненных Флоурям, им уже давно надоели интриги между дворянами в городе. После этого деревня Великого Дерева возвращается к своему покою. Со временем наступает осень. Жители деревни начинают собирать продукты на зиму и обнаруживают, что даже если они заполнят склад, у них все еще остается большое количество дополнительной еды. Хакурин и Ласти решают дать немного еды своим далеким родителям. Когда Хакурин возвращается в деревню, она забирает группу горных эльфов. Эти горные эльфы изначально жили на далекой горе, где еда и припасы были редкие, и они еле выживали. Увидев этих бедных эльфов, Хакурин намеревается позволить им переехать в деревню Великого Древа. Эти горные эльфы думают, что могут помочь деревне в охоте своими охотничьими навыками. Однако любое существо в лесу смерти сильнее их, и каждый раз, выходя на охоту, они не только ничего не получают, но и часто получают ранения. К счастью, Хиро обнаруживает, что горные эльфы могут найти глину, подходящую для изготовления гончарных изделий, потому что они долгое время жили в горах. В конце концов, он поручает им заниматься гончарным делом в деревне.
Вскоре наступает зима. Жители деревни замечают, что Ру, похоже, больна, ей все время хотелось рвать, и она не хочет ничего есть, кроме чего-то кислого, например, помидоры. Зверая девушка рядом с ней догадывается, что Ру может быть беременна. Жители деревни очень рады узнать, что Ру беременна. С этого дня Ру начинает отдыхать. Что касается отца ребенка, то это определенно Хира. Вскоре зима прошла, и живот Ру стал больше. Хира заботится о здоровье Ру каждый день. Теперь деревня Великого Дерева в основном сформирована. Горничные несут ответственность за уборку в помещении и приготовление пищи. Поскольку они настаивают на том, чтобы вставать раньше, чем староста деревни, Хира должен вставать позже, иначе служанки очень устанут. 3 ангела, отвечающие за патрулирование, также особенные. Они красивы и сильны в бою, но вне работы они очень ленивы. Они совершенно не умеют работать по дому, и даже их одежду стирают люди-ящеры. Хира также использует свой всемогущий сельскохозяйственный инструмент для изготовления игрушек для деревенских детей. В деревне также регулярно проводится боевая подготовка на случай вторжения врага. В это время Хира обнаруживает, что с тех пор, как Ру забеременела, каждый раз, когда он принимает ванну, в его комнату пробираются эльфийские красавицы. Кажется, эти эльфийские красавицы хотят завести детей от Хира. Это делает его очень беспомощным. Однажды в деревню приходит новый гость, и когда Хира находит его, он преклоняется перед статуей бога, вырезанной Хира. Оказывается, этот гость – прародитель вампиров, которому 1000 лет и которого можно считать старейшиной Ру. Он услышал, что Ру беременна, и пришел к ней в гости. По его словам, бог этого мира благословил его, когда он родился, поэтому он очень уважает этого бога. Видя, что прародителю вампиров так нравится статуя бога, Хира решает вырезать копию статуи и передать ее прародителю вампиров. Взамен он дает ему дорогое пианино. Позже Хира идет к торговцу и покупает несколько дешевых пианино для обычных занятий. С тех пор жители деревни прошли еще один интересный курс. Девочки в демоническом королевстве умеют играть на фортепиано, и во время перерывов будут обучать жителей деревни игре на фортепиано. Время летит, и через несколько месяцев наступает день, когда Ру родит. Чтобы отпраздновать рождение ребенка, жители деревни готовят Ру различные подарки. Паук даже сделал одежду для малыша. Хира был рядом с Ру, и они мечтают о своей прекрасной будущей совместной жизни. В этот момент Ру внезапно чувствует боль. Хира немедленно зовет жителей деревни на помощь. К счастью, ребенок родился здоровым. Когда Хира держит ребенка на руках, он очень взволнован. В своей прошлой жизни он лежал на больничной койке из-за болезни и прожил свою жизнь один. В этой жизни у него есть возлюбленная и ребенок, и он клянется, что его ребенок будет здоровым. Рождение ребенка принесло жизненную силу в деревню Великого Древа, и жителям деревни так нравится этот ребенок, что деревня становится все больше и больше. Хира, как деревенскому лидеру, приходится заниматься каждой работой и делами, что делает его очень занятым. Если он будет продолжать в том же духе, он не сможет проводить больше времени с женой и ребенком, поэтому он придумывает хороший план. Однажды он собирает всех и предлагает новую систему, то есть обменивать предметы на заработанную ими валюту. Сначала они могут получить 3 специальные монеты, которые они могут обменять на свои любимые предметы, будь то вино, еда или мебель. С добавлением денежной системы правила деревни Великого Дерева становятся более стандартизированными. Хира наконец-то почувствовал облегчение. Вскоре после того, как деревня устраивает банкет в честь рождения ребенка, гномы приносят свое особое красное вино. Другие страны и силы услышали, что у главы Великой Деревни Дерева родился собственный ребенок, и они начинают готовить свои собственные подарки. Деревня Великого Дерева стала очень могущественной силой в этом мире. Кроме того, многие люди в этом мире хотят присоединиться к богатой деревне Великого Дерева. Хира решает продолжать расширять свою территорию и построить новую деревню рядом с деревней Великого Дерева, которая используется для помощи бездомным беженцам. Он надеется, что сможет помочь большему количеству людей своими силами. Жители деревни полны энергии и хотят передать счастливую жизнь деревни Великого Дерева тем, кто страдает. На этом аниме заканчивается. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.